Всем привет! Сегодня будем заниматься виброизоляцией капота. Для этого нам потребуется, виброматериал, прикатка, съемники, бензин, калоша для обезжиривания. С чего мы начнем? То есть мы возьмем отвертку, снимем эти клипсы, снимем воздуховод, тут антивандальными съемниками снимем шумоизоляцию. Дальше будем мыть вот эти вот полости, их обезжиривать, клеить и так далее. Все буду показывать поэтапно. О чем хотелось бы сказать особо. Вот здесь в решетке радиатора, сделан некий воздухозаборник. То есть вот воздух, попадая вот сюда, проходит, выходит вверх, попадает вот в этот воздуховод, дальше подкапотное пространство. Не знаю, зачем производитель сделал именно таким образом. Вот этот короб он сделал открытым, не изолированным. То есть он мог бы сделать здесь какое-то подобие пластиковой изолированной трубы, но он этого не сделал. И у нас вся грязь, которая летит с дороги, то есть это влага, дождь, реагенты, пыль, пух, листья, все что угодно, оно попадает к нам вот сюда, в полости капота. То есть вот посмотрите, как относительно чисто в этой полости и как грязно здесь. То есть туда попадает влага, мусор и все остальное. И, соответственно, я уверен, что оно вот здесь вот все это дело растекается и застаивается, и может со временем корродировать. То есть я попробую сегодня сделать следующее. То есть я вот эту полость капота, вот именно эту, я хочу залепить виброй так, чтобы больше к нам в скрытые полости капота не попадала влага, грязь, мусор и все прочее. То есть я ее буду клеить поверх. Если вот эти мы клеим с отступом от края, чтобы у нас здесь была, естественно, вентиляция от влаги, там все что угодно, то как раз здесь я ее залеплю полностью, чтобы у нас больше в капот не шел мусор, грязь, реагенты и влага. Вот. Но обо всем по порядку. Поехали. И еще одно небольшое дополнение. Вот такое предательское отверстие есть у нас в конце воздуховода. То есть, когда вы заклеите отверстие под самим воздуховодом, у вас останется еще вот такая недоработка. То есть, клеите ее сразу, то есть и до, после, без разницы. Доступ к нему есть, его надо тоже будет заклеить, иначе эффект будет неполным. Вот посмотрите, как выглядит воздуховод изнутри. То есть настолько серьезный налет грязи, что иному брызговику не снят. Ну и вот как у нас здесь выглядит залитая грязная поверхность капота. То есть предположения были верны, то есть сюда идет вся грязь, реагенты, все что только можно. Все, сейчас будем снимать шумоизоляцию и мыть поверхность. Вот таким вот образом прикатали вибру. То есть здесь по обычной технологии, здесь тоже, здесь. А вот здесь, как я и обещал, мы залепили полностью все это отверстие с перекрытием. Хорошенечко все прокатали. Теперь у нас внутрь капота не будет попадать вот эта грязь, реагенты и все так. Ну, я полагаю, что там уже много всего. Поэтому я буду сейчас заклеивать большинство отверстий. Для того, чтобы у нас антикор не лился наружу. И буду задувать туда состав ML от Керри. Сейчас залепим отверстие и покажу. Берем до более нам знакомый консервант ML. Засовываем трубку-распылитель вот туда до упора. Нажимаем и ведем. Все, точно так же сейчас направим в эту сторону. Затем засунем в это отверстие, просунем трубку до конца вниз. Затем мы ее также выведем наверх. Ну и так далее.
И на этом антикоррозийная обработка капота у нас будет закончена. Далее собираем в обратном порядке воздуховод, шумоизоляцию, и все готово. Всем спасибо, что смотрели.